Улучшение точилки для ножей. Вначале было так. Это я просверлил отверстия, их тут не было. Вот так точилка выглядела из коробки. Я сделал вот такую деревянную подставочку и покрыл ее лаком, чтобы защитить от воды. Это хорошая доработка, потому что место под точилкой стало больше, и теперь ей стало удобнее пользоваться. Вот так она устанавливается и прикручивается шурупиками. А это подставочка для камня, чтобы он тут высыхал. Серьезное улучшение – это сделать поворотный механизм. Потому что каждый раз откручивать нож, чтобы его перевернуть, это неудобно. Так детали выглядели до покраски. Вот здесь болт, а трубка находится внутри резиновой втулки. Так как здесь, только этот болт короткий. Или можно взять трубку вот эту и вот этот болт. Это кусочки от метровой шпильки М6. Они бывают из нержавейки. Эти две детали сделаны из гетинакса. Можно из текстолита. Эти пластины из нержавейки. Эти два винта соединяют пластины. Ими нужно отрегулировать расстояние между пластинами так, чтобы нож четко заходил в держатель. И длину их нужно подобрать так, чтобы они не сильно выпирали, потому что будут мешать камню. Этот винт распирает пластины и прижимает нож.
Это удлинитель для вертикальной стойки. Только он не пригодился. Если распирающий болт прижат, то эти болты открутить не получится. Длины хватает. А здесь сейчас подрегулирую. Подставка шатается, нужно ее прижать. Вот так стало лучше.
Мне понравилось, поэтому я заточил еще один ножичек. Камни в таком состоянии. 3 камня работают отлично, а серый нерабочий. Лучше, пока он ровный, на него что-то приклеить или сразу заменить на другой. Поменьше. С помощью такой точилки можно качественно заточить нож своими руками. Было интересно, поэтому я заточил все, что нашел. Также я, как грамотные точильщики, установил резиновые ограничители. Пользовался я точилкой уже больше 50 раз. Так выглядят камни. Износа почти нет. Серым камнем я пользовался один раз. Он некачественный. Если те 3 камня точат нож, то в случае серого камня нож точит камень. Здесь я сделал отметки. Этот камень на 600, а этот на 320. Механизм работает как и раньше. В этом узле тоже порядок. Никаких изменений.
Этот нож хоть и является столовым, а не кухонным, мне он очень понравился. Он легко затачивается и остается острым дольше, чем вот эти. Поэтому на барахолке я поискал еще такие ножи. Два таких. Этот чуть-чуть другой. И целую кучу вот таких ножичков. Они чуть отличаются. Удобно. Подождал, пока затупятся сразу несколько. А потом взял и заточил сразу 5 штук.